Паническое блеяние разорвало вой ветра, который и без того казался погребальным плачем по всему живому. В лесах под Мещерой буран не просто засыпал дороги, он стирал границы между реальностью и кошмаром. 5 серых теней, едва различимых в белой круговерти, медленно сужали кольцо на небольшой поляне. В центре этого круга металось ослепительно белое пятно. Молодая овечка, отбившаяся от стада в начале снежного заряда, была уже ранена. Бурая кровь пачкала ее белоснежную шерсть, превращаясь на морозе в ледяную корку. Огромный вожак стаи, которого за глаза называли седым за старый шрам через лоб и седину на мощном загривке, стоял чуть поодаль. Он не рычал. Он лишь тяжело выдыхал клубы пара, наблюдая, как самый молодой и нетерпеливый волк припал к земле для последнего прыжка. Седой знал, эта жертва уже никуда не денется. В его холодных желтых глазах читалось не просто желание насытиться, а спокойное осознание власти над лесом. 80-летний лесник Иван Петрович услышал этот звук не ушами, а старыми, изнывающими от непогоды костями. Он сидел в своем продавленном кресле-качалке, которое еще помнило тепло его покойной Анны. Последние 10 лет одиночество было его единственным верным спутником, но этот вой заставил его сердце встрепенуться. Это был голос стаи, которая за эту зиму обнаглела настолько, что подходила к самому порогу. Иван поднялся, превозмогая боль в пояснице. Его рука привычно легла на холодную стаишь. 58. Ружье было его ровесником, надежным и честным. Он не хотел убивать. В национальном парке волк считался таким же хозяином, как и человек. Но резать скотину под окнами сторожки он не позволит. Лесник вынул из патронташа 2 патрона, заряженных крупной солью, и сунул в карман сигнальную ракетницу. Когда он отворил дверь, ледяной ветер едва не швырнул его обратно в избу. Снег сёк лицо, превращая мир в белую мглу с видимостью не более 10 метров. Иван шел на звук, ориентируясь по памяти и внутреннему компасу, который не подводил его десятилетиями. На поляне он увидел страшную картину. Молодой волк уже вцепился в заднюю ногу овцы. Животное жалобно блеяло, прощаясь с жизнью. Иван поднял ракетницу. Он целился не в волков, а в закрученное метелью небо. Грохнул выстрел. Красная звезда с шипением взмыла вверх, на мгновение озарив лес кровавым светом. Молодые волки в ужасе отскочили, но Седой не шелохнулся. Он смотрел на старика, и в этом взгляде читался вызов. «Ты стар, ты один, а нас много». Только когда Иван вскинул двустволку, вожак подал сигнал к отступлению. Стая растворилась в лесу, оставив после себя лишь кровавое пятно на снегу. Иван, кряхтя, поднял раненую овцу. Она оказалась неожиданно тяжелой, и каждый шаг обратно к дому отдавался колющей болью в груди. Он ввалился в избу, захлопнул засов и рухнул на пол, пытаясь отдышаться. Сердце колотилось где-то в горле. Утро не принесло облегчения. Метель превратилась в заряд, сплошную белую стену, отрезавшую сторожку от мира. Иван обработал рану овце, которую назвал белянкой, перекисью и забинтовал старой простыней. Он только поставил чайник, как в дверь раздался отчаянный, требовательный стук. На пороге стояла женщина в городском пальто и обледеневшем шарфе. Ее лицо было багровым от холода. Увидев белянку у печи, она не бросилась благодарить, а закричала отчаянно и зло. «Вор, ты украл ее! Это моя белянка! Это была Мария Семеновна, бывшая библиотекарша из Клепиков!» Овца была последним подарком ее мужа.
живым якорем, который держал ее на этом свете после его смерти. Увидев дыру в заборе и следы, она в безумии бросилась в лес, пройдя 10 километров сквозь буран. Иван лишь горько усмехнулся. «Сиди тихо, гостья. Если бы не я, твоя белянка сейчас бы уже в чьих-то желудках переваривалась. В такой буран только дураки по лесу бродят». Так они оказались заперты втроем. Угрюмый старик, отчаявшаяся женщина и раненая овца. Снаружи же их ждала стая, которая не привыкла отдавать свою добычу. Тишина в избушке была плотной, прерываемой только треском дров в печи. Мария Семеновна сидела на полу у овцы, ее гнев сменился осознанием того, что она в ловушке. Иван Петрович молча пил чай, глядя в огонь. Он вспоминал Анну. Она всегда говорила: «В лесу нельзя бояться. Лес чует страх, как запах пота». Около полуночи в вой ветра вплелся звук, от которого у Марии заледенела кровь. Скрежет когтей по дубовой двери, медленный, методичный, словно кто-то огромный проверял дерево на прочность. Затем такой же звук раздался у окна. «Они здесь», — прошептала Мария, вжимаясь в стену. «Седой пришел», — спокойно ответил Иван. «Он не просто голоден, он зол. Я забрал его законный обед». Лесник знал, что волки умнее, чем о них думают городские. Стая не ушла. Они кружили вокруг дома, как акулы, выжидая, когда в печи погаснет огонь. Дров в избе оставалось всего на сутки. Основной запас в сарае, в 20 метрах от крыльца. Но в метели эти метры казались дорогой на кладбище. К утру у овцы начался жар. Она тяжело дышала, вытягивая шею. Иван достал свою заветную шкатулку с травами, полынью, зверобоем и хвоей. Он показал Марии, как смачивать повязки отваром. В эту ночь они работали вместе, понимая друг друга без слов. Городская интеллигентка и лесной затворник стали единым организмом, борющимся за жизнь существа, которое было для них обоих символом чего-то утраченного. На второй день метель не утихла, но волки сменили тактику. Иван заметил, что дым из трубы теперь стелется по земле. «Плохо», — буркнул он. «Ветер поменялся. Они знают, что огня в печи почти нет. Сейчас полезут». Не успел он договорить, как раздался звон разбитого стекла. Тяжелый сундук, которым они забаррикадировали окно, содрогнулся под ударом мощных тел. В образовавшуюся щель хлынул ледяной воздух, и показалась оскаленная морда молодого волка. Мария закричала, но Иван рявкнул: «Лампу! Держи лампу ближе к дыре!» Звери боятся огня инстинктивно. Яркий свет керосинки заставил волка отпрянуть. Иван ударил обухом топора по показавшейся лапе. Раздался визг, стая на время отступила, но лесник видел их тени в сумерках. 5 пар желтых глаз горели на поляне. «Дрова кончились», — сказал Иван, глядя на последние угли. «Если печь остынет, они выломают дверь за 5 минут. Я пойду в сарай». Это было самоубийство. Но другого выхода не существовало. Иван разработал план. Мария должна была остаться у двери и начать кричать, бить кочергой в тазы, создавать как можно больше шума, чтобы отвлечь стаю. Он же выберется через маленькое слуховое окно в задней стене и доползет до сарая. «Ты должна кричать так, будто тебя режут», — наставлял он Марию. «Пой, ругайся, ори. Главное, не затихай, пока я не вернусь. Или пока не услышишь. В общем, просто кричи». Когда рассвело, Мария начала свой концерт. Она била кочергой в дубовую дверь, выкрикивая все, что приходило в голову. Стихи Ахматовой, рецепты пирогов, проклятия. Волки, решив, что добыча в панике пытается вырваться через главный вход, бросились к крыльцу. В это время Иван Петрович буквально плыл через сугробы к сараю.
Снег доходил ему до пояса, легкие горели. В руке он сжимал самодельный факел из тряпок и солидола. Когда он уже добрался до двери сарая, из-за угла вышел Седой. Вожак не повелся на крики. Он ждал именно Ивана. Старик застыл. Факел в его руке начал гаснуть. Волк медленно, пружинисто сокращал дистанцию. Иван закрыл глаза, ожидая прыжка. И вдруг крики в доме смолкли. Наступила пугающая тишина. А через мгновение дверь дома распахнулась, и на крыльцо выскочила Мария. В ее руках была дымящаяся горящая головня из печи. Лицо ее было перепачкано сажей, глаза блестели безумием. Она, не раздумывая, бросилась на Седова, размахивая огнем. Волк, не ожидавший такой ярости от хрупкой добычи, инстинктивно отпрянул. Этой секунды Ивану хватило, чтобы зажечь второй факел. Стая, увидев, что люди вооружены огнем и готовы сражаться до конца, временно отступила в чащу. Они вернулись в избу с охапкой дров, но Иван был бледен. На его губах выступила кровь, сердце не выдержало нагрузки. Он рухнул в кресло, тяжело дыша. «Там, под печкой», — прошептал он, — «тайник, патроны с картечью, настоящие». Мария нашла тайник. 10 тяжелых патронов. Она никогда не стреляла, но под руководством задыхающегося Ивана научилась переламывать ружье и вставлять заряды. Ее руки, покрытые ожогами от головешки, дрожали, но взгляд стал ледяным. Вечером Седой вернулся. Он понял, что старик слаб. Волки начали методично грызть заднюю стену прямо там, где стояла овца. Белянка металась в панике, едва не переворачивая лампу. Мария поняла, если она не прекратит это сейчас, они разнесут избу изнутри. Она подошла к слуховому окну, просунула стволы и выстрелила. Грохот в замкнутом пространстве был такой, что она на мгновение оглохла. На снегу осталось неподвижное тело одного из молодых волков. Но это лишь разозлило стаю. 3 тени одновременно бросились на разбитое окно. «Дуплетом бей!» — хрипел Иван. «Сразу из 2!» Мария уперла приклад в плечо, закрыла глаза и нажала на оба крючка. Вспышка пламени, удар, и ее отбросило к стене. Когда дым рассеялся, под окном лежали еще 2. Оставшиеся, включая Седова, скрылись в лесу. Она осталась одна в полумраке с умирающим стариком. Ночь тянулась вечность. Дрова снова кончались. Чтобы выжить, Мария соорудила ловушку. Подвесила тяжелый дубовый стол на веревке над окном, сделав подобие гильотины. Конец веревки она закрепила так, чтобы любой, кто прыгнет в окно, сорвал фиксатор. На рассвете Седой пришел один. Он не выл, он просто прыгнул внутрь, решив закончить это дело. Скрип веревки, глухой удар 100-килограммового дерева о пол и тишина. Вожак был повержен не пулей, а хитростью человека, которому было нечего терять. Когда егерь на снегоходе добрался до сторожки, он увидел невероятную картину. Избитая, обожженная женщина в мужском тулупе сидела на крыльце с ружьем на коленях, охраняя покой спящего старика и раненой овцы. Прошло 3 месяца. Весна в Мещере была буйной и ароматной. Иван Петрович поправился, хотя и стал ходить медленнее. Мария Семеновна так и не вернулась в город. Она продала свою квартиру и осталась в лесничестве. На ее ладонях остались тонкие розовые шрамы. Память о той ночи, когда огонь спас им жизнь. Белянка, раздобрившая и забывшая о страхе, гуляла в новом прочном загоне. Вечерами они с Иваном сидели на крыльце, глядя на закат. Им не нужны были слова. Они оба знали. В ту зиму они спасли не просто овечку. Они спасли друг друга от самого страшного хищника на земле,
от ледяного безразличия к жизни и безнадежного одиночества.